Доброго времени суток, дорогие друзья. Рядом со мной находится человек, которого, может быть, не все знают в лицо, но его фотографии, выставки знают и слышали о них многие. Этот фотограф, которому нет равных, на мой взгляд, он меня только что сделал свою фотосессию, это Глеб Садов. Добрый день, Глеб. Здравствуй. Глеб, дело в том, что такое дежавю у меня сейчас было, когда он меня фотографировал, это было буквально лет 10 назад, и он человек, который чувствует кадр, чувствует людей, он даже сделал какие-то собственные, это сейчас расскажет нам, о том, что он собственные какие-то жанры в направлении фото. Это человек, который действительно фотохудожник и фотогений. Я никогда не говорю просто так пустые слова, это не на пустом месте. У него много завистников, как у настоящего таланта и настоящего дарования. Но мы очень мало знаем о том, как к этому пришло. Я помню, был еще, в общем-то, скажем, далеко от творчества, далеко от Ростова. И я услышал на волнах какой-то ростовской радиостанции впервые с ним интервью. И я решил, что когда-нибудь с ним увижусь. И вот сегодня у нас прошла очередная фотосессия, прошло много времени. Спустя времени я понимаю, те фотографии, которые он сделал 10 лет назад, это лучшие мои фото. Все говорят: Глеб, в чем секрет того, что ты, ты фотографировал и господина Чернышова, мэра бывшего Ростова, да, прекрасного человека, и многих моделей, и ты устраивал выставки, где только не устраивал. Скажи, в чем секрет твоего взгляда на предметы, на вещи, что людей буквально завораживает? Как ты видишь мир? С чего это началось? Все это началось давно-давно, когда говорят обычно, что как ты пришел к этой профессии и к этому пониманию. Я говорю, все просто. Хорошо, когда у тебя папа кинооператор и хочет, чтобы ты с 8 класса начинает тебя готовить к тому, что к поступлению в АВГИ кинооператорский факультет, и мама режиссер и сценарист. Поэтому, как и многие другие важные вещи, у вас, у меня в том числе, идет из семьи. Когда ты варишься во всем этом замечательном творческом бульоне, и когда родители приходят домой, они разговаривают о том, что они сняли, да, какие там трудности на работе, как там то получается, как там все, ты это слышишь, впитываешь, и потом тебе легко работать в такой же смежной области. Кинооператор, фотограф, все равно это визуальный ряд, все равно это понимание и чувствование мира через объектив камеры. Поэтому все из детства. Хорошо, прошли годы, все течет, все меняется. У тебя такой образовался жанр интересный, в котором ты замечаешь то, что другие не замечают, но я говорю, других это привлекает и завораживает. Урбанистический гербарий, так ты назвал серию своих работ. Когда-то ты заметил сплющенную банку из-под Кока-Колы, да, и отложил ее куда-то в долгий ящик, сфотографировал, забыл. Потом ты достал, и что было? Что было, мне пришло понимание того, что таких сплющенных банок много, и если отталкиваться от эстетики поп-арта, банок много и всего прочего, идея в том, что если человек живет за городом, и у него задача собрать гербарий, а в детстве собирал гербарий, и мне это нравилось, то когда человек живет в городе, он собирает гербарий из тех предметов, которые у него есть под ногами и под рукой. То есть те вещи, на которые мы, как горожане, как урбанистические люди, не обращаем внимания в большинстве своем. Они также прекрасны, эти расплющенные под колесами автомобилей, под ногами людей, где угодно эти предметы, и у них тоже есть своя жизнь и своя эстетика, ничем не более бедная, чем у благородных цветов. С той поры, как мы с тобой не виделись, была еще, напоминаю, выставка прекрасная на Центральном рынке, которая называлась «Новости рынков». Это прям я запомнил, это было очень здорово. Если хочешь, я расскажу. Расскажи, конечно, я слышал. Потому что не все знают, но тем не менее это было очень интересно. Во время пандемии, когда всех закрыли в дома и квартиры, я жил в центре, я мог пойти либо в соседний супермаркет за углом, либо на центральный рынок. И поэтому ежедневные походы на центральный рынок
стали такой частью культурной среды. Когда ты не знаешь, например, чем тебе заняться, вот, и ты идешь, и там видишь хоть небольшое количество людей, но все равно в этом есть какая-то жизнь. То есть выйти за стены квартиры и посмотреть что-то новое. И действительно, в один из этих дней, когда я шел по центральному рынку, я увидел, что начали продавать первую клубнику, и были ящики, как в Ростове, не знаю, как в других городах, но в Ростове клубнику продают так. Ящик, внизу газета на дне, потом клубника или потом малина или потом все прочее. Они продали клубнику, осталась газета. И на газете остался след от красной практически сока клубничного, но это выглядело так, как картина уже готова, это уже готовая картина какие-то странного абстракциониста. Вот. И я подошел, смотрю, слушай, говорю, там, можно я говорю, возьму коробку с газетами? Да, конечно, сынок, бери, не жалко. Вот. Я принес домой и думаю, хорошая идея, я сниму серию фотографий, буду так ходить, возьму разные, будет серия там, из 10 коробок с разным рисунком. А потом подумал, послушай-ка, дружочек, а давай-ка сделаем по-другому. Все это сделаем еще более сложно. Сказал я себе, потому что во время пандемии люди уже начали разговаривать сами с собой. Да, вот. да. В итоге получился проект. Я походил на рынок и покупал каждый сезонный фрукт. Ну вот, например, что там у нас? Клубника, да, черешня, вишня, малина и так далее. Все, что могут продавать в таких коробках на дне газеты, чтобы она стекла. И более того, в этот день, когда я покупал этот фрукт или овощ, я заходил в киоск газетный и покупал газету именно этого дня. Вот. Ну и можете представить, когда на газете все события вот этого перевернутого и скомканного года. Вот все, что происходило, ты покупаешь газету, да, и там приносил ее во двор, клал в этот ящик, который я взял сначала, клал туда эти фрукты, все это топтал и мял, ну то есть то, как оно получается на самом деле, и оставшиеся следы от этих фруктов я фотографировал. Концепция была, кроме всего прочего, такая, что я фотографировал во дворе многоэтажного дома при солнечном свете и только фотоаппаратом. То есть никаких дополнительных? Концепция была такая, что если вы для того, чтобы получилась хорошая, интересная творческая фотография, для этого достаточно свет, фотоаппарат и ум. Все. Вот три единства, которые наверняка и в других творческих профессиях помогут. Все, больше тебе ничего не надо. Никакие там студии, ничего. Главное, чтобы тебя варил котелок. Ну, вот скажи, пожалуйста, когда эта выставка потом состоялась, она вызвала какой-то резонанс, какие-то были это было очень интересно. В итоге получилось 25 фотографий. Когда я подумал, ты отобрал лучшие, да? Ну да, когда я подумал, где ее проводить, естественно, я пошел к руководству центрального рынка и говорю, что вот такая идея, у вас это все снято, у вас это все родилось, давайте проводить там. Вот. И они, слава богу, пошли мне навстречу, и поэтому выставка состоялась прямо в павильоне главном центрального рынка на втором этаже, да. А там, если кто будет, я был там простор, как бы ходить. Простор, да, и более того, там абсолютно урбанистический потолок. Да, то есть да. он как центр Жоржа Помпиду. И никто не обращал на это внимания, на это место, которое было. И, в общем, Вертол... Это такое футуристическое готовое пространство для выставки. Да, Вертол пошел мне навстречу и дал конструкции для этих картин. То есть получилась такая дружественная коллаборация. Вот. Открытие, представьте. Там, диджей, люди, уважаемые нашего города, друзья, товарищи, все прочие, все сказали добрые слова. Открылась выставка таким образом, то есть был баннер, я думал, хорошо бы, чтобы там кто-нибудь на фоне него фотографировался. Но кто будет в наше время фотографироваться напротив баннера, просто потому что это скучно. Вот. И открыл я выставку не перерезанием ленточки, а пошел в мясной павильон к человеку, которого покупал мясо, взял нож на несколько минут и мясным ножом разрезал баннер с обратной стороны, порвал его и вышел к народу. Да. Это было очень здорово. И центральный рынок, руководство мне сказал, пожалуйста, Глеб, проводи выставку сколько хочешь. Я говорю, нет, она будет идти 3 дня. Вот представь, такие гигантские усилия и выставка 3 дня.
А люди спрашивают, а почему 3 дня, почему, говорит, так мало? А вот потому, чтобы тот, кто на нее не попал, чтобы он потом жалел всегда, что он не нашел на тот момент время прийти и посмотреть. Ну и праздник не длится долго обычно. И в следующий раз он будет обязательно стоять возле центрального рынка еще до его открытия, чтобы зайти и побывать на этой выставке. Потому что Я хочу сказать, что это офигенная. настоящее современное искусство, настоящая идея, потому что вот идеи рождаются только в таких головах, которые мыслят не так, как все, чуть опережая время. Потому что вот многие люди это время так называемой пандемии, перезагрузки какой-то, да, используют каждый по-своему, понимаешь? Кто-то просто там, грубо говоря, впадал в депрессию, думал, что конец света, а кто-то в это время находил возможности самореализации. И тому примеров очень много. Точно. Я хочу сказать о том, что вот ты когда-то у тебя даже была своя вот такая студия небольшая, где ты фотографировал разных людей, моделей там прочее, да, были такие времена. А потом, позже, к тебе пришла идея, что вообще как бы вся твоя студия это город Ростов. Нет, больше мир. Мир, да. Ну вот я имею в виду, что ты вот сделал, ты сейчас вот в сетях, я знаю, что, дорогие друзья, ВКонтакте Глеб Садов, находите, это человек, который действительно смотрит на нашу жизнь и правдивым взглядом, и в то же время он во всем может видеть и красоту, и особый свой взгляд, и когда вы посмотрите, вы задумаетесь о чем-то, о чем, может быть, Так, а задуматься. подожди, давай скажем еще, что там же идет уже в течение почти года мой новый проект. Да, Ну, по да. нему сказать, потому что он абсолютно некоммерческий, называется «Человек из Ростова». Да, есть ты из Ростова фотографируешь фамилия. тех, кто тебе просто Да, я понравился. фотографирую, я иду по улице, вижу интересное лицо, подхожу к человеку, говорю, вы из Ростова? Ну, как бы Ну такая да, фраза, да. да? И получается, что люди иногда говорят, а как ты определяешь, из Ростова или нет? Мне достаточно, если человек говорит, пусть он хоть кто угодно, там, пусть он африканец, китаец, но если он скажет, что я из Ростова, то этого достаточно. Нет, я уже понимаю, что он даже чувствует себя человеком из Ростова, где из Ростова это фамилия. Вот, а не откуда. То есть из Ростова это человек, Да. из Ростова это фамилия, из Ростов, из Ростова. Вот, и поэтому, если я к вам подойду вдруг на улице и предложу вам сфотографироваться буквально в течение 1 минуты, и не отказывайтесь, вот, да и я практически никто не отказывается. Только отказываются те, кто не из Ростова, да. Вот и все. И поэтому это классный, хороший проект, городской. Вот его бы, конечно, как-то ко дню города тоже, я думаю, популяризовать еще больше уже в напечатанном виде. Ну, сейчас веду переговоры по этому вопросу, ну, не знаю, как получится. Я желаю удачи, потому что вот то, что ты делаешь, это всегда интересно и всегда опережает в каком-то смысле время. Потому что, знаешь, люди бегают, занимаются политикой, занимаются финансами, чем-то еще, а ты как настоящий художник смотришь на все это со стороны, улыбаешься, где-то шутишь, где-то смеешься, где-то смотришь серьезно, и все это выражается в лицах, все это в наши современники, и это все контрастно, и все очень интересно. Скажи, пожалуйста, какие вот на сегодняшний день у тебя вот нереализованные, может быть, идеи, мечты? Я знаю, что ты еще поэт, вот об этом можно 2 слова? Как начал писать стихи? Я знаю, что 1 книгу точно написал, 2 закончил или нет, не знаю. Не закончил, потому что все-таки фотография это такое же творчество, которое отнимает большую часть времени, но отнимает, это не совсем правильно сказать, я ему отдаю. Это образ жизни. Это образ жизни, я ему отдаю. Но тем не менее, если мне приходит в голову какой-то четверостишь, я его не гоню, я его записываю, и, возможно, когда-нибудь это все продолжится. А как вот эта первая книга стихов называется? «Если ты станешь трамваем». Если станешь трамваем. Да. Кстати, вот люди, которые были на выставке, у меня оставался там буквально, по-моему, книжек 20 или 30, и вот я там их дарил. Вот, так что те, кто пришел тогда, они еще То есть ты не продавал как на рынке, ты дарил? Да, я их дарил, да. Вот, поэтому проектов много. Вот я говорю, я хотел бы, чтобы человек из Ростова приобрело какое-то свое, если было бы какое-то место, Это, где мне люди кажется, бы шли, будет брендом где люди бы должно шли быть. и вот видели бы их напечатанными. Да. Вот. Где-то на каких-то, баннеры, не баннеры, может какая-то выставка уличная или еще что-то. И есть еще несколько уже готовых отснятых проектов, очень интересных, связанных с предметами. Я просто жду человека, который бы согласился их напечатать, но с таким условием. Вот смотрите, провести выставку, вот какая моя идея. Чтобы некто взялся бы, какая-то организация, их напечатали, 20 работ.
абсолютно какой-то интересный. Ты ну, хочешь мои какой новые масштаб выставки. этого? 20 работ, 50 на 70 размер. Провести выставку в каком-то странном, интересном месте, а потом вот всем нам передать эти картины, эти фотографии какому-нибудь учебному заведению, чтобы они их повесили на стены. Вот, просто в дар. А для чего они их повесят на стены? Чтобы там дети или подростки, или студенты, чтобы они ходили, вот представь, человек будет 5 лет учиться или 10 лет, он будет смотреть на эти работы и понимать, что прекрасное можно увидеть во всем. Вот. И представь, вот прошла выставка, это висит, и поколение людей, которые будут заканчивать учебное заведение, они это запомнят. Конечно. Вот так же, как я помню, те плакаты, которые висели у нас в школе, начиная с 1 класса в школьных коридорах. Вот я помню людей, которые что-то было на них нарисовано, потому что ум гибкий, и он все это запоминает. Вот. Поэтому... И на самом деле ничего не проходит бесследно. Да. Когда ты передаешь частичку себя, частичку того, что ты пропускаешь через свое сердце. Вот, друзья мои, сегодня хочу еще раз подчеркнуть, тот, кто купил дорогой фотоаппарат или дорогой телефон, недостаточно, чтобы стать или художником. микрофон. Да, стать певцом. Нужно быть, прежде всего, изнутри личностью, харизматичным, единственным и неповторимым. Вот у Глеба есть множество завистников, которые иногда что-то о нем говорят, но он такой человек великодушный, который заранее всех прощает, так же, как и я, на самом деле. И ты знаешь, мне это тебе нравится, потому что ты говоришь: собака лает, караван идет. И это вот моя фраза? Да. Как же ты я сказал, придумал? просто ты сказал не раз в интервью, говоришь: собака лает, караван идет, и так и есть. И проходят годы, Глеб Садов остается тем самым Глебом Садовым, только он становится, как хорошее вино, еще лучше, крепче и мудрее. Вот. И вот Ростов без тебя, без твоей работы, без отражения. Знаешь, вот прекрасно я представляю, как ты идешь по улице и вдруг заметил какую-то такую картинку, у тебя раз сработало, понимаешь, это кадр, и ты берешь и запечатлел. Вот оно, Да. живое отражение реальности, Мгновение. которое прекрасно. Остановите мгновение, это прекрасно, да? Да, мгновение. Вот, скажи, пожалуйста, вот как, последний вопрос тебе задаю, как, скажи, вот в наше время, когда мир перезагружается, уже того, что было, где-то не будет, все как-то, вот знаешь, переворачивается на голову, люди беспокоятся и так далее. Как нам успокоиться и продолжать жить дальше так, как вот, как ты, допустим, да, человек занимается своим делом, живешь своей жизнью, то есть какой твой рецепт, как тебе объяснить, самообладания и оптимизма? Я прекрасно понимаю. Простой рецепт, который нам дал еще Альбер Камю. Жить своими мечтами и воплощать их в дела. Вот и все. Замечательно, Лучше друзья, никак. это вот Глеб Садов, не побоюсь этого слова, знаменитый и великий художник из Ростова-на-Дону, которым восхищаются везде. Те, кто вот даже в друзьях, у меня мои знакомые заходят на твою страничку в Москве, они говорят: вот бы с этим человеком постоять даже рядом. А я сегодня с ним нахожусь рядом, и он провел для меня фотосессию, абсолютно бесплатно и бескорыстно, я тебе благодарен. Спасибо Дай большое. Бог тебе и твоей семье здоровья и процветания. Вот, мы сейчас находимся в Ростовском музыкальном театре, тоже знаковое место, это сердце культурной жизни Ростова-на-Дону. Вот, я желаю и музыкальному театру оставаться таким же, а самое главное, желаю всем нам, чтобы мы становились лучше, добрее. И вот с тебя хочется брать пример, потому что у тебя на твоих страничках всегда красота, оптимизм и свой взгляд на вещи. Итак, это был Виктор Тартанов, со мной был сегодня Глеб Садов. Спасибо, Глеб, за то, что нашел время со мной еще пообщаться. Всем здоровья и хорошего настроения. Все, спасибо.